Здравствуйте, друзья! Тайны красного командира Чапаева. Главные тайны биографии Василия Чапаева. Мало кому из деятелей российской истории 20 века выпала такая всенародная известность и любовь, как к красному командиру Василию Ивановичу Чапаеву. Начало этому было положено романом комиссара Чапаевской дивизии Дмитрия Фурманова и фильмом, снятым по мотивам той же книги. Но их герой имеет мало общего с реальным Чапаевым. Чапаев почти не ездил верхом. В романе Фурманова Чапаев неоднократно предстает на лихом коне, скачущем по полю боя от одного подразделения к другому и ведущим бойцов за собой в атаку. Такой же Чапаев, скачущий впереди кавалерийской лавы на белом коне, изображен на картине художника Петра Васильева «Чапаев в бою». А ведь ничего такого не было. Чапаев очень редко садился в седло и никогда настолько мастерски не владел верховой ездой, чтобы командовать на скаку. Во-первых, Чапаев был пехотным бойцом. Во время Первой мировой войны он дослужился до чина фельдфебеля в составе 326-го Белгородского пехотного полка. Во-вторых, образ его жизни до революции – работа в плотницкой артели. Тоже не предполагал навыков конника. В-третьих, самое главное, в ходе мировой войны Чапаев был трижды ранен, причем первый раз пуля раздробила сухожилие руки. В-третий, шрапнель попала в правую ногу, второе ранение было легким. И во время гражданской войны Чапаев без особой нужды не садился в седло, предпочитая передвигаться на автомобиле или телеге. Психической атаки не было. Одним из самых запоминающихся эпизодов фильма Чапаев стала психическая атака белогвардейцев. Атаку офицеров в черных мундирах 9 июня 1919 года на позиции дивизии Чапаева описал не только Фурманов, но и другие участники боя. На самом деле за офицерскую часть были приняты недавние учащиеся реальных училищ Уфы, Омска и других городов, вчерашние школьники, вступившие в Белую армию добровольцами, и еще не сменившие ученической черной формы на военную и брошенные в бой. Тонул ли Чапаев? Последние минуты жизни Чапаева, когда он, раненый и тонет в реке Урал, стали неотъемлемой частью канонического мифа о нем. Однако есть иные свидетельства его гибели. Так, по одному из них раненого Чапаева перевезли через реку два венгра-красноармейца на импровизированном плоту, но во время переправы Василий Иванович скончался от потери крови. Комдива похоронили в приречном песке, а признаки могилы уничтожили, чтобы ее не осквернили белоказаки. Поскольку река Урал часто меняет течение, то могила Чапаева могла потом оказаться на дне реки. По еще одному свидетельству, раненый Чапаев был схвачен казаками и расстрелян. Малоизвестные факты. Многие факты из жизни Чапаева не освещались в советском мифе о нем. Некоторые из этих фактов не содержат ничего изумляющего, но упоминать о них не было принято. Так, хотя общеизвестно, что Чапаев родился в Чувашии, но почти никогда не говорилось, что его предки по материнской линии были чувашами, а отец Чапаева был, скорее всего, мордвин, эрзянин по национальности. Сейчас иногда можно встретить утверждение, что подлинной фамилией Чапаева был Чепаев. Дело в том, что в подписи Василия Ивановича вторая буква была больше похожа на «Е», однако исследованиями документов данная версия не подтверждается. Сложные отношения с церковью. В детстве у Васи Чапаева обнаружился прекрасный голос, и родители прочили ему карьеру певчего в церковном хоре, а потом священника. В старой России это был один из путей для сына бедняка выбиться в люди, но в 3 классе церковно-приходской школы, которой заведовал родственник Чапаевых, Васю за какую-то шалость наказали помещением в карцер. Карцер располагался на Пожарной каланче, и Вася решил оттуда сбежать. Он выпрыгнул с высоты в снежный сугроб, который хотя и смягчил падение, но Вася после этого долго лечил ушибы. В школу он больше не возвратился. Несмотря на столь недобрую память о церкви, 21-летний Василий Чапаев воспылал любовью к дочке священника. Его страсть не осталась без взаимности. Вопреки сопротивлению родителей, как жениха, так и невесты, молодые в 1909 году обвенчались. До начала Первой мировой войны у них родились 3 детей. Георгиевский кавалер, негодный к службе. Еще в 1908 году Василий Чапаев был, как положено, призван в армию, но там у него почти сразу обнаружили глазную болезнь и списали в запас. Тем не менее, с началом Первой мировой войны его призвали в запасной пехотный полк, а затем зачислили в учебную команду, готовившую унтер-офицеров. На фронте Чапаев, как уже говорилось, был трижды ранен и награжден за храбрость 3 Георгиевскими крестами. Есть версия о том, что он стал полным георгиевским кавалером, однако не находит документального подтверждения.
То ли это был миф того неспокойного времени, чтобы прибавить еще больше героизм ореолу командира, то ли бумаги затерялись. Измена жены и вдова погибшего товарища. Находясь в госпитале после первого ранения, Чапаев узнал из письма отца, что жена его бросила и сбежала, оставив малолетних детей у свекра с каким-то железнодорожным кондуктором. Василий Иванович тяжело переживал это известие, лез под пули и был вторично ранен. Получив отпуск и съездив домой, он обнаружил там жену, ее хождение налево уже кончилось. Внешняя семья воссоединилась, но прежнего согласия уже не было. Летом 1916 года во время Брусиловского прорыва погиб земляк и друг Чапаева. Перед его смертью Чапаев поклялся ему позаботиться о его детях. Когда он заехал к нему домой во второй свой отпуск, после третьего ранения события стали развертываться по непредвиденному сценарию. Вдова друга стала жить с Чапаевым. Кстати, ее, как и законную жену, тоже звали Пелагеей. СССР – ударник. После февральской революции Чапаев на короткое время примкнул к эсерам и даже вступил в ударный добровольческий батальон. Такие ударные части создавались Временным правительством в надежде, что они своим примером и жесткой дисциплиной сумеют остановить развал армии. Так что, если бы Чапаев пережил гражданскую войну, то неизвестно, не припомнили бы ему эту контрреволюцию в 1937 году. Кто такая Анка-пулеметчица? Романтический сюжет про Анку-пулеметчицу был включен в фильм по личному указанию Сталина, но реальная Анна в жизни Чапаева действительно была. И это никто иная, как жена комиссара Фурманова, медсестра Анна Стешенко. Чапаев не смог восстановить отношения со своей законной женой-изменницей, а к навязавшейся ему вдове погибшего друга не испытывал глубоких чувств. Зато в жену комиссара влюбился сразу и не замедлил изъясниться ей в этом. Что там происходило в точности, история умалчивает, однако вероятно, что знаки внимания, которые Василий Иванович оказывал Анне, не остались без обнадеживающего ответа с ее стороны. Иначе вряд ли Чапаев бы стал так жестко требовать отъезда комиссара. По представлению Чапаева в штаб армии Фурманов был отозван из его дивизии, но Анна уехала вместе с ним. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.